С Пасхи начинался новый период сибирского народного календаря, характерной особенностью которого были уличные, или когда, как тогда говорили, улочные гулянья молодежи. Популярным развлечением деревенских парней и девушек были разнообразные игры и хороводы, особенно те, в которых можно проследить символику сеяния и роста. Типичную в указанном отношении игру мне в свое время удалось записать у потомков украинских переселенцев на Алтае. Ставши кругом, девушки пели, обращаясь к стоявшему в центре парню. На горе-то мак-мак, под горою так-так. Маки-маки-маковицы, золотые головицы, барховые листочки, лазоревые цветочки. Станемте, девки, в ряд, не поспел ли мак? А стоявший в центре парень отвечал: нет, не поспел, только поехали пахать. Затем шла подпляска, где были такие слова: «Чуешь ли, воробей, знаешь ли, молодой, как у девушек мак поспел, как у красных зеленый забурел?» Стоявший в центре парень отвечал: «Нет, не слыхал, нет, не видал». После этого все повторялось сначала, и на вопрос девушек, поспел ли мак, парень отвечал: «Взошел, отцвел, созрел» и так далее. Подобные игры призваны были не только содействовать новому урожаю, в то же время они являлись обозначением и своего рода манифестацией нового статуса их участниц. Мы можем их рассматривать как игровую метафору достижения девушками зрелости и готовности их к вступлению в брак. Наиболее развернутое воплощение всей эти идеи получили в троицких обычаях и обрядах, ритуальным символом которых в Сибири стало молодое деревце березки. В сибирском народном календаре Макаренко мы можем прочитать о том, что гостейку березку в Сибири наряжали в самолучшее девичье платье, украшали бусами, цветами, лентами и даже иногда прикрепляли к ней сделанную из кудели косу. А торжественное шествие, снаряженное в девичью одежду березкой, завершалось непременным уничтожением этого деревца, которое топили в озере или реке. В ритуальных действиях с березкой отразились довольно архаичные представления о переходном состоянии не только природы, но и самого человека. Девушки, которые принимали участие в подобных обрядах, получали право носить особый головной убор, так называемую девичью повязку. И наличие такой детали в девичьем костюме являлось обозначением того, что эта девушка, она уже является невестой, принадлежит категории невест, она достигла зрелости и готова к браку. Воплощением подобных идей в традициях белорусских и украинских переселенцев являлась не столько троицкая, сколько купальская обрядность. При этом у всех славянских народов Сибири сохранялись представления о том, что в этот период цветет буквально вся природа. Считалось, что в ночь на Купало цветет и земля, и лес, и вода. Самое напряженное время в крестьянской жизни приходилось на летний-осенний период и называлось страдой. Важнейшими видами крестьянского земледельческого труда в это время были уборка сена и урожая. Корреспонденты Русского географического общества отмечали, что в этот период отцветают хлеба, играют зорницы, начинает колоситься ячмень. А Петровки были последним веселым летним праздником, после которого гулять
было уже некогда, поскольку начинался период интенсивных полевых работ. Широкое распространение в это время в Сибири получил обычай так называемых помощей. Он заключался в том, что хозяин приглашал соседей и особенно молодых парней и девушек для того, чтобы коллективными усилиями в короткое время накосить сено или завершить уборку урожая. Бытописатели крестьянской жизни отмечали, что такие помощи устраиваются по очереди и поэтому называются круговыми. Сначала у одного крестьянина, потом у другого хозяина и так далее. И именно этот обычай помогал крестьянам вовремя завершить полевые работы. Окончание лета и начало осени в сибирском народном календаре было насыщено обычаями и обрядами, которые призваны были стимулировать скорейшее созревание урожая и своевременное завершение полевых работ. С выражением благодарности за помощь в земледельческих работах крестьяне обращались к высшим небесным силам, святым угодникам, которых называли Федосия Колосница, Прокопий Жатвенник, Пантелеймон Зажнивный. Именно от этих святых зависела судьба будущего урожая. Одна из самых любимых народно-православных традиций, которая связана с этим временем, связана с освящением в храмах плодов нового урожая. И эти праздники назывались яблочный, медовый или хлебный Спас. До этих дат употреблять в пищу соответствующие продукты не разрешалось. А в целом в указанных предписаниях отразились народные отношения к природной среде или традиционное природопользование. Эти предписания были связаны со строгим соблюдением сроков охоты и собирательства. Довольно долго такие традиции сохранялись у сибирских старообрядцев, в хозяйстве которых важную роль играли добывающие промыслы. В моих экспедициях разные группы старообрядцев рассказывали, как, например, семейские из Забайкалья, что землянику, к примеру, у них разрешалось брать только после Петрова дня, малину и бруснику только после Преображения. При этом шишку бить, то есть собирать кедровые орехи, дозволялось только после Успенья. Алтайские староверы в своей хозяйственной деятельности также придерживались определенных ограничений, исследовали принципу так называемой светины. В частности, они рассказывали, что меда до Спаса не потребляли, а ждали, когда пройдет светина меду.